Первые впечатления неоднозначны. Вот именно, что тебя удивляет тут? Ну, грязно. Все, молодцы. Ну, как вам? Падение метеоритов, который будет сегодня ночью. Ну, сейчас в душе кто-то моется. Супер. Вот за это мы любим писать. What's the problem to be a Jew in Europe? Мы приехали за острыми ощущениями в пустыню, в палаточный городок, в пустыне Негев. Первые впечатления неоднозначны. Первое, что меня порадовало, что в нашей палатке есть кондиционер. Сами понимаете, это очень важно. Палаточка. Люкс-палаточка. Короткий обзор нашей палатки. У нас 4-местная палатка, поэтому здесь 2 спальных больших места. У нас есть кондиционер. У нас есть электричество. 220, все серьезно. Вот. И что еще у нас в палаточке есть? И вот такой мини-шкафчик. В общем-то, все. Еще классно, что палатка стоит у подножия горы. И я думаю, что скоро солнце зайдет за гору, и здесь будет уже прохладно. А в данный момент плюс 34 градуса в тени. На солнце сложно сказать. Наверное, все 40. Ну, уже привыкли. Да, нас трудно уже чем-либо удивить. Стоп, что это? Швейцария? Посреди пустыни? В Израиле? 2 года назад я уже ездил сюда на мотоцикле. Потом, когда мы возвращаемся домой, мы обрабатываем кадры из поездки. Когда на это есть время. Швейцарский бедуин. Смешно, правда. Эта машина очень компактная. Кровать помещается здесь и выдвигается до сюда. То есть остальное место примерно 1,90 м. А когда нужно встать, ты поднимаешь конструкцию, фиксируешь ее вот здесь. И все держится. Вау, отлично. Это наша кухня. Компактно. Но есть все необходимое. А это холодильник, чтобы было не скучно в пути. Так вы приехали из Швейцарии в Грецию на машине, а потом паромом в Хайфу из Лаврио. Лаврио — это рядом с Пиреем. Да, Лаврио — это промышленный порт. Там ходят так называемые ро-ро суда. Ролл-он, ролл-офф. Их называют ро-ро. Они не берут пассажиров, только автомобили. Я делал это то же самое 2 года назад, но на мотоцикле. Здорово. А почему именно Израиль? Ну, потому что у меня здесь семья и хорошие связи в стране. Теперь понятно. Я здесь бываю большую часть времени. Когда мы были в Швейцарии, я видел столько красивых мест, что даже не верил своим глазам. Думал, да как такое возможно? Это же невероятно. Почему трава такая зеленая? Почему коровы такие чистые? Если сравнивать с Израилем, здесь немного грязнее. Чуть-чуть. Это, пожалуй, единственное, что мне не нравится в Израиле. Много мусора, потому что большинству просто все равно. Бутылки выбрасывают прямо из окна. И на этом все. Мы очень любим Хорватию. Ты когда-нибудь там был? Там очень чисто. Дороги, природа. Все идеально. Это было уже после того, как убрали мины? Я тогда впервые поехал туда после окончания войны. Мы отправились в кемпинг, и повсюду стояли знаки «Не заходить». Раньше, возможно, так и было. Но сейчас это реальная Европа. А когда мы возвращаемся в Израиль и видим весь этот мусор, мы спрашиваем, почему? Почему люди так делают? Я скажу, почему. В Швейцарии, если ты мусоришь или что-то выбрасываешь,
тебя заставят платить. И штраф не маленький. Около 500 евро? Да, где-то так. Точнее, франков, но неважно. Вот если бы в Израиле сделали так, все было бы проще. Возможно, ты прав. Я не знаю, что еще можно с этим сделать. Здесь просто нет такой культуры, нет ощущения ответственности. Им это очень сложно. И при этом все говорят, что очень любят Израиль. Да, да, они сражаются за Израиль, умирают за Израиль. Да, другая любовь, прям как в песне. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Согласны? Это точно. Вот, пожалуйста, наша палатка уже в тени. А сейчас скажу вам, который час, ровно 5 часов. В 5 часов палатка в тени. Ну, в пустыне вообще раньше заходит солнце. Вон мои девчонки там ходят. Ну, кстати, туалет вполне приличный. Это здание рядом с палатками. Ну, и там есть и душ. Ну, сейчас в душ кто-то моется, поэтому я не буду там снимать. Попозже туда зайду. Мне нужно, чтобы вы подписали согласие на съемку. Подпишите? Поделись своими Ну, впечатлениями. я в шоке от кухни, от плиты. Плита ужасно грязнющая. Денис показал, нет? Напоминает мне в общежитии, знаете, такая плита, где все везде, где ее никогда в жизни не мыли. Вот такая вот. Короче, я там готовить точно не могу. Потому что я люблю готовить, но никак. Все, молодцы. Ну, как вам? Наверное, там газ перекрыт, дрожь. Вот такая кухня. Шок-контент, часть 2. Ну, и что тебе такое? Вот именно, что тебя удивляет тут? Ну, грязно. Ну, грязно, сказала Дарина. Ну и что? Вот, это правильный подход. Все, заканчиваем негативить и концентрируем внимание на положительных вещах. Как арбуз? Так, где повкуснее кусочек? Вот этот очень аппетитный. So you want to live in Israel or... Так ты хочешь жить в Израиле? Да, потому что Европа для еврея, ну, становится все хуже и хуже, понимаешь? У меня была причина переехать из Германии в Швейцарию. А в чем вообще проблема быть евреем в Европе? Вы что, новости не смотрите? Нет, 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 нет. Сейчас, если ты в Европе говоришь на иврите, у тебя начинаются проблемы. Может, это только сейчас, ну, из-за ситуации. Да, это началось несколько месяцев назад. Скажем так, после войны. Хотя на самом деле все это тянется уже пару лет. Я думаю, что скоро все это забудут. Как эффект тамагочи, понимаешь? Сначала все подхватили, а теперь никто не вспоминает. Трудно сказать. Но такое может быть даже в Швейцарии. Даже там. А это, в общем-то, не самая плохая страна. Типа природа, естественность. Даже в Швейцарии? Ну, в Швейцарии дела обстоят получше, так как она всегда старается соблюдать нейтралитет. It's like natural. Да, там лучше, скажем так, но все равно. Вот она, например, остается в Швейцарии, как гражданка, ради детей. И у нас, кстати, уже 5 внуков. Вау! Ну, мы обязательно будем приезжать к ним хотя бы раз в год, так как будем очень сильно скучать. Ну, если раз в год, может, стоит подумать. Может, вообще местами поменяемся.
Да, удачи. Очень приятно было познакомиться. Вы реально классные ребята. Да, вы реально классные. Я обязательно посмотрю ваш YouTube. Это больше для мотоциклистов, да? Да, там много сцен, где я просто еду на мотоцикле. Сначала был на немецком, потом я перешел на английский. Я вырос с двумя языками, так что все зависит от момента. Иногда просто автоматически переключаюсь. А вот моя спутница вообще говорит по-французски. Вау, ну вы правда крутые. Да, вы реально классные. Спасибо, приятно было познакомиться. Увидимся в следующем году. Или, может, мы сами к вам приедем. The dream, В общем, living the живите dream. мечтой. Ладно, пока. Окей, bye. Bye-bye. Мы сейчас узнаем секрет, зачем мы сюда приехали. Да, приехали для того, чтобы наблюдать звезды. Падение метеоритов, которое будет сегодня ночью. Да-да, вы не ослышались. Мы приехали в пустыню наблюдать за звездами. Дело в том, что у меня очень романтичная жена. Катя любит наблюдать за природой, восхищается буквально каждым цветком. Мы очень любим смотреть вместе на закат. Это что-то вроде медитации. Главное в этот момент не думать о том, что мы будем есть на ужин. Мы поднялись всего на каких-то, может быть, 100 метров над нашим палаточным лагерем. И открылась суперплощадка, с которой мы будем сегодня ночью наблюдать падение метеоритов. Сегодня та самая редкая ночь, когда не будет луны. А это значит, что будет хорошо видно звездное. Так, следующий. Там еще есть большой камень. Положим на него эти все. Класс! Супер! Вместе мы прошли довольно трудный путь. Хочется иногда убрать все мысли и тревоги из своей головы, создать как бы пустоту внутри себя. И пустыня для этого идеальное место, потому что здесь буквально ничего нет. Пустая красота. Или красивая пустота, называйте как хотите. И несмотря ни на что, мы смогли найти свою, пусть и другую, любовь. Вот за это мы любим Израиль. За эту красоту.